Прекращение огня в Украине. Оккупанты заходят в Курахово. И кто почувствует крах Путина первый? Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные, интересные новости. Администрация нового президента США еще до формирования раскрывает свои главные цели. Подготовка этого плана идет полным ходом. Еще один вариант окончания войны и кто выдвинет Трампа на Нобелевскую премию. К сожалению, должна признать, что в этом есть доля правды. Митинг жителей Суджи в Курске. Что случилось с митингующими? Не надо нам предлагать, встаньте вот здесь. Спасибо, что смотрите, спасибо, что доверяете нам. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии и подписываться на канал. Все это очень важно. Поехали. Масштабный обстрел территории России. Дроны прилетали в Брянск, в Подмосковье, в самой Москве. Тоже сообщали о появлении беспилотников. Под Жуковским в Подмосковье вспыхнул пожар из-за обломков сбитых дронов, а в Раменском загорелись 2 частных дома. Телеграм-каналы пишут о как минимум 37 сбитых дронах в Москве. А Минобороны РФ сообщает об атаке на еще несколько областей. Всего, говорят, сбили 70 беспилотников. А украинский Генштаб пишет, что в Брянской области попали по складам с боеприпасами 1060-го Центра материально-технического обеспечения. Что дает такой массированный обстрел и как повлияет на российскую логистику, мы спросили у военного эксперта, участника боевых действий в Украине Евгения Дикого. Это же не просто склад. Склады, дело в том, что это вот то, что, скажем, не очевидно многим в тылу. Армейские склады, они бывают очень разные. Это, как бы можно сказать, определенная иерархия. Вот, самые большие склады, очень большие склады, и дальше уже меньше, вплоть до, последнее звено, это вот какой-то маленький склад, непосредственно где-то уже прям в артиллерийской батарее. Вот. А первое звено – это арсеналы ГРАУ, Главного ракетного артиллерийского управления армии РФ. Так вот, то, во что прилетело сейчас в Брянской области, это именно арсенал ГРАУ. То есть это один из именно больших стратегических складов, с которых дальше уже распределяют на склады армий и корпусов, а уже дальше от армии и корпусов оно едет ниже. То есть это арсеналов ГРАУ, кстати, во всей европейской части России, насколько я помню, было 7. Вот, 3 мы поразили пару месяцев назад, это 4-й. Как минимум это замедление поставок, потому что пока даже запасы еще не кончились, но их уже теперь придется везти аж из-за Урала. То есть это плюс несколько суток и плюс задействование кучи эшелонов, ведь русские по железной дороге в основном транспортируют боеприпасы. Вот, то есть это как минимум задержка в поставках. А в общем-то эти склады не бездонные. То есть, когда выбьем все 7 в европейской части, это будет означать, что вообще у них стало снарядов где-то в половину меньше, потому что вторая половина там далеко за Уралом, мы туда пока еще не достаем. Прекращение огня в ближайшее время. Дата будет озвучена американской администрацией, заявил польский премьер-министр в эфире польского радио. Дональд Туск говорит, что Европе, и в частности Польше, нужно готовиться к большей самостоятельности в вопросах безопасности. Его прогнозы базируются на сигнале от Соединенных Штатов о том, что скоро могут быть выдвинуты конкретные сроки для прекращения огня и, возможно, гарантии безопасности для Киева. Но при этом роль Вашингтона может значительно уменьшиться. Szykowanie tego planu jest w trakcie. Подготовка этого плана идет полным ходом. Вы можете ожидать очень скоро, после вступления в должность президента Трампа, очень скоро предложений, которые, как мы должны быть уверены, будут приемлемы для Украины. Речь идет как о потенциальном прекращении огня, так и о дате, до которой оно будет действовать, на какой границе и каковы будущие гарантии безопасности для Украины. Все это будет происходить в абсолютно недвусмысленном контексте. То есть американцы так или иначе будут предлагать решения, которые будут стоить им меньшего участия в европейских и украинских делах в ближайшем будущем и далее. Туск подтверждает, что у команды новоизбранного президента США Дональда Трампа, вероятно, есть план, касающийся Украины, хотя он все еще в стадии разработки. Если такая линия действительно будет принята, Европе придется усиленно работать над собственной обороноспособностью.
А пока о прекращении огня речь не идет, российские дроны атакуют Украину массово. В киевской городской администрации говорят, что оккупанты меняют тактику, но силы ПВО успевают подстраиваться. Тревога в столице продолжалась 5 часов минувшей ночью. В воздушных силах ВСУ говорят о рекордном количестве дронов, выпущенных по территории Украины из районов Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск, мыс Чауда в Крыму. В течение ночи радиотехническими войсками воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 145 воздушных целей, ударных БПЛА типа «Шахед» и беспилотников неустановленного типа. Свое видение условий окончания войны высказал экс-командующий НАТО в интервью изданию Newsweek. Джеймс Ставридис говорит, что если Трамп действительно сможет закончить войну за 24 часа, то он будет первым, кто выдвинет 47-го президента США на Нобелевскую премию мира. Но в результате, скорее всего, наиболее актуальным будет корейский сценарий окончания войны, как его назвал сам Ставридис. Путин, к сожалению, в реальном мире в итоге получит около 20% Украины. Тот кусок, который он сейчас удерживает. Но остальная часть Украины 80%. Все эти ресурсы, подавляющее большинство населения, они останутся демократическими, свободными. Вместе с тем, российская армия останавливаться и ждать политических решений не собирается. Пропагандисты пишут о заходе оккупантов в Курахово и начале городских боев там. Мы спросили об этом военного эксперта. Это вполне может быть правдой. Но второй вопрос, что то, что они прямо сейчас туда заходят, не означает, что их прямо сейчас оттуда еще не отобьют. Так получается, что когда они заходят в какой-то населенный пункт, не только ничто не заканчивается, а наоборот начинается самая вот эта страшная жесткая заруба. Вот эти вот уличные бои, в которых реально бои идут не то, что за каждый квартал, там бои идут за каждый дом, а иногда даже вот за каждый подъезд. Вот, мои друзья в Солидаре вот реально вот так воевали, когда один подъезд в доме наш, а второй орковский. Вот, и вплоть до доходило именно до рукопашных боев и забрасывания друг друга гранатами в пределах именно одного здания. И такое постоянно. Это жуткие, страшные бои. Вот кто был именно в городских боях, это самый тяжелый вид боев. Но, как показывает практика, в этих страшных тяжелых боях мы им наносим самые большие потери. Соотношение потерь, например, в Бахмуте было 8 орков за одного нашего защитника. Соотношение потерь в Авдеевке доходило до 1 к 12. Вот. И вот в этих уличных боях мы, в общем, умеем держаться очень долго и очень упорно. Лукашенко почувствует крах Путина первым, но власть при жизни не отдаст, говорит известная белорусская писательница Светлана Алексеевич. К сожалению, должна признать, что в этом есть доля правды. Есть. Потому что если бы не он, тут уже сидел бы какой-нибудь русский губернатор. А он так любит власть, что он как-то обманывает, в общем, всякими не пускает. Но думаю, что какой ценой он это делает? Ведь, собственно, мы воюем. У нас самолеты их отсюда вылетают, да, бомбят отсюда, раненых их лечат здесь. Мы все-таки участвуем в войне. Вам не нравится, мне это не нравится, стыдно, но это факт. Может, он так откупается? Я так думаю. Это его форма откупиться. Но он спасает не Беларусь, почему-то я ему не доверяю. Он спасает свою власть. Он очень сросся с властью. Ну и вот, слава богу, на этот момент наши интересы совпали. На Красной площади в Курске состоялся митинг жителей Суджи, бежавших от боевых действий. По данным издания «7/7», несколько десятков человек собрались, чтобы выразить свое недовольство и потребовать от властей конкретных действий. К митингующим подошел представитель администрации по внутренней политике, предложивший перейти в общественную приемную для подачи коллективного обращения, но жители не согласились, притом каких-то конкретных требований они не озвучивали. Говорите здесь. Говорите здесь. Зачем мне в подвал к вам идти? Какой подвал? Вам предлагают. Не надо нам предлагать. Встаньте вот здесь. Встаньте перед этими людьми, вот, которые здесь. Конечно, всем здесь и объяснить все, зачем куда-то идти.
Скажите, вот люди стоят. Нам все равно, где замерзать. На улице замерзать или где мы находимся замерзать. Какая нам разница? Мы все равно без дома. Мы никуда не пойдем, мы будем здесь. В США наконец-то окончательно посчитали голоса на президентских выборах. Дональд Трамп получил 312 голосов выборщиков, а его главная оппонентка Камала Харрис – 226. Трамп победил во всех 7 колеблющихся штатах – Мичигане, Аризоне, Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине, Висконсине и Неваде. Да, это просто формально подтверждает результаты голосования, но тем не менее теперь официально Трамп победил. Вместе с тем он уже формирует кабинет, в который, как стало известно, не будет приглашать Ники Хейли и Майка Помпео. Хотя Ники Хейли, начавшая президентскую кампанию в прошлом году, в итоге вышла из гонки и поддержала Трампа, усилив его позиции в республиканской партии. Действительно, она была последним серьезным конкурентом Трампа перед финишной прямой. Ну а Майк Помпео, работавший при администрации Трампа, избегал любой критики в его адрес и официально поддержал на съезде, что укрепило слухи о его возможном назначении на пост главы Пентагона в случае возвращения Трампа в Белый дом. Украинские медиа акцентируют на том, что эти политики выступали за поддержку Украине. С другой стороны, сын Трампа, Дональд Трамп-младший, в Инстаграм запостил видео, в котором смеется с Владимира Зеленского, говоря о том, что того скоро снимут с пособия. Что бы это могло означать? Швеция выдала Казахстану подозреваемого в растрате миллионов тенге, сообщают местные медиа со ссылкой на Генеральную прокуратуру. По данным следствия, с 15 по 20 год он, работая в торговом центре в Шымкенте, присвоил около 57 миллионов тенге. Это около 116 тысяч долларов. После чего скрылся и был объявлен международный розыск. Подозреваемого задержали в Швеции в феврале этого года, и теперь он находится в следственном изоляторе Астаны. В Казахстане за подобное преступление предусмотрено наказание от 7 до 12 лет, лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности до 10 лет. Примечательно, что экстрадиция состоялась несмотря на отсутствие договора об экстрадиции между Казахстаном и Швецией. В прошлом году Швеция уже передала Казахстану 2 разыскиваемых, которые сейчас отбывают наказание. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. И про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте, ведь так вы можете нас поддержать. У меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей.